Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, текущие события и какие движения сегодня на утро, на день предполагаются по доллару, нефти, рублю, золоту, российскому рынку и другим активам. Так, друзья, давайте начнем с календарика. По Японии вышли негативные данные по ВВП. Это не очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, экономика Японии в данном процессе восстановления не является ключевым игроком. Так, ну и сегодня день ВВП, далее в 12 часов ВВП Евросоюза. Вот здесь посмотрим, как это отобразится на движении евро-доллар. Здесь на самом деле корреляция меньше, нежели чем у ВВП Германии с движением евро. Ну и 15:30 число выданных разрешений на строительство Соединенные Штаты. Здесь, если мы посмотрим на движение этого показателя, то он уже фактически улетел в космос. Все хотят новые дома, все берут ипотеки и готовы вкладываться в строительство и покупку новых домов. Вот такой вот диковинный кризис у нас, который обусловлен тем, что люди переходят в онлайн и, соответственно, работая из дома, они хотят иметь комфортные условия. Поэтому здесь получается налицо вот вся непростота финансового рынка и экономики. Казалось бы, все кризисы, жилье падало, а здесь жилье растет. Так, друзья, далее переходя к российской повестке дня, на сегодня у нас отчетность Банк Санкт-Петербурга, Алроса, Газпромнефть, МТС, Мосэнерго и другие интересные эмитенты. Так, друзья, давайте рассмотрим, что с позиции на форсеем МВБ. По РТС продолжают делать ставку на рост. ВТБ. Вот с ВТБ ситуация немножко нестандартная, потому что он ушел под полтинник, то есть под 5 копеек вниз. Были крупные распродажи определенными игроками, которые указывали на то, что кто-то фиксирует прибыль. Однако 4,6 копейки пока не пробито, поэтому не все возможности еще реализованы. На сегодняшний момент юридические лица делают ставку на то, что акции ВТБ будут сегодня проседать. Сбербанк. Здесь опять же у юриков ставка на то, что Сбер будет проседать. Газпром. Но здесь ясности нету, поэтому видимо боковик. Видимо боковик. Норильский никель. Здесь ставка на коррекционный откат. Доллар-рубль. Здесь ставка на укрепление рубля. Евро-рубль аналогично, ставка на укрепление рубля к евро. Ну, хотел заметить, что на самом деле исторический промежуток, если рассматривать, то май месяц, июнь, июль, в подавляющем большинстве случаев рубль либо рос к валютам, либо, по крайней мере, он находился в консолидации. Евро-доллар. Здесь юрики делают ставку на рост евро против доллара. Нефть. Ну, по нефти здесь рост, судя по всему, сегодня будем штурмовать 71,4, 71,5. Серебро. Ну, здесь боковик, но, наверное, я думаю, все-таки серебро сегодня или завтра отработает тридцатку. Все предпосылки, по крайней мере, для этого есть. Так, далее золото. Ну, а вот золото здесь пушку зарядили и, по-видимому, сегодня 1884 будут брать. Так, друзья, далее Baltic Dry, месячный таймфрейм. Сейчас пошел по Baltic Dry откат, уже 2850. Для того, чтобы все было хорошо, как я ранее говорил, надо на 1700, на 1800. Пока не факт, что это движение реализуется, и даже при текущем значении Baltic Dry создается очень высокая нагрузка на рост инфляции и издержек. То есть вот при таком значении уже издержки очень высоки. Соответственно, это будет толкать инфляционный рост товаров. Но это не тот инфляционный рост, который заставляет все расти, цвести и прибавочную стоимость формировать. Это так называемый теневой рост, который приводит к тому, что ресурсы исчерпываются и пузыри надуваются. Вот. Сейчас следим внимательно за этим показателем. Если все-таки он уйдет ниже 2250-2000, вернется вот в этот диапазон, это будет очень положительный момент. И здесь, возможно, будет два сценария. Первый сценарий — инфляция взята под контроль в силу каких-то причин. И второй сценарий — это начало экономического кризиса. Но поскольку все настроены очень оптимистично, и никто ничего не ждет, и лето на носу, то я думаю, все-таки с кризисом пока повременим. Это будет
возможно, осенью. Сейчас все будут отдыхать и радоваться жизни. Ну и, скорее всего, Baltic Dry будет в боковике. Так, друзья, далее Китай. Китайский индекс CSI 300, дневной таймфрейм. Сегодня Китай немножко откатывается, но смотрите, вот это движение, это просто коррекционный откат, отбой от верхней границы консолидации. Ничего страшного в этом минусе по Китаю нету. Так, друзья, далее ВИКС. Ну, смотрите, по ВИКСу все отлично. Вернулись под 20, 19,7 было закрытие. Ну, это дает шанс для того, чтобы рынки на какое-то время еще выдохнулись свободно. Потому как вот это движение, которое произошло, оно по сути привело к разгрузке позиций. Сейчас идет зарядка положительной энергии, и в дальнейшем, конечно же, движение по ВИКСу наверх продолжится. Но наиболее вероятно, что в ближайшие недели мы все-таки будем где-то вот здесь вот в этом диапазоне болтаться. Далее SFD на американский фьючерс S&P, опять же дневной таймфрейм беру. Ну смотрите, тут 4130. Если этот уровень не пробивается, вот эти все движения, они ведут к набору позиций, и потом, как только позиция будет набрана, будет движение с целью переписать вот этот хай, который мы ранее достигли. Если здесь пробиваем, то соответственно идет движение, цель которого уйти еще ниже. Так, друзья, далее биткоин по криптовалюте, много вопросов пишут, просят ее постоянно смотреть. Но здесь ситуация простая. Вот вчера у нас был отбой. Если сегодня этот отбой подтвердится, пойдет либо консолидация, либо движение, что наиболее предпочтительно, на 50 300, то это будет означать, что вот здесь вот Маск опять всех развел, дешево закупился и идем наверх. Если все-таки здесь возникает пробой, то следующая цель движения, она скорее всего будет находиться либо 36 300, либо 33 700. Эфириум, здесь аналогичная ситуация. В канале он застрял, как пуля в бронеплите. Вот, соответственно, если это движение развития не получает, то есть если мы сегодня, завтра на этой неделе 3000 не пробиваем, то у нас отсюда формируется движение, цель которого опять же переписать вот этот максимум. Если все-таки идет пробитие, то здесь получается состоялась раздача, и мы возвращаемся на 2165. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, по золоту у нас все отлично, даже с опережением плана. Ближайшая цель это 1884, вот так где-то она в среднем проходит. Соответственно, для того, чтобы эта цель была реализована, у нас немножко поднялась планочка, мы не должны пробивать 1851-1850. Если такое пробитие происходит, то весьма вероятно пойдет возвратное движение, цель которого будет 1821. Так, друзья, далее нефть. Ну смотрите, по нефти здесь вообще супер. Вот нам немножко 70 пробить. Вот сейчас, если 70 на объеме будет пробито сегодня-завтра, то весьма быстро может остаточное движение произойти по пробитию 74. Ну и дальше он улетает куда-нибудь в район 75. Ну, может быть, не сразу, не одним движением, но такое сейчас вполне может произойти. Опять же, по нефти, что здесь важно? Вот у нас сейчас ключевой уровень это 66. 66. Вот его, если мы пробиваем, ну плюс-минус там 66,25 и так далее, то вот эта вся конструкция с волшебным ростом на 75,94, она разрушается, и мы начинаем проседать. Пока по нефти таких оснований нету. Несмотря на то, что она перекуплена, несмотря на то, что вот уже приближаемся к логической отметке, пока нету разворота в инфляционных процессах, нефть, как и другое сырье, будут толкать наверх. Я думаю, что вот так. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну смотрите, здесь у нас идет поджатие 1,2180, 1,2184. Сейчас цель движения весьма вероятно будет сюда. Тестирование этого значения и в случае пробоя движения по направлению 1,23. Вот эта конструкция, которая здесь сформировалась на рост, она будет существовать и будет толкать евро наверх до того момента, пока не будет пробития, вот здесь диапазончик 1,2120, 1,2115. Вот здесь вот этот диапазон,
его если пробиваем, то по евро может произойти очень серьезный коррекционный откат. Но на текущий момент все факторы указывают на то, что евро будут толкать наверх. Сегодня еще данные по ВВП Европы. И вот эти данные, конечно, они могут в случае выхода негатива повлиять, оттолкнуть евро от текущего значения, либо от этого значения и погнать его тестировать 1,2121. Вот. Но пока на текущий момент разворотных формаций нет. Даже наоборот. Все попытки, которые здесь возникают, рост этот сломать, они приводят к тому, что все равно оно движется наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, по нефти позитив, по евро позитив. Тестирование вот этого диапазона 73,6, 73,66. Сегодня даже на открытии очень неохотно укрепляется рубль. Ну, при такой нефти он вообще должен был уйти уже в район 72,5 как минимум, а то и ниже. Ну, в смысле, доллар ниже. Вот. Но тем не менее, то, что вот это не происходит, указывает на негативные ожидания, которые могут раскрыться в начале июня. Так, ну и дневной таймфрейм, здесь получается он залег опять же на этот сильный уровень. Вот если этот уровень будет пробит, но не такими соплями, а реально пробит и начнется под ним проторговка, то я думаю, очень быстро будет движение практически молниеносно на 72,5 и возможно даже на 72,1. Вот куда вот эта стрелочка ходила. Но опять же, видите, здесь нету особого драйва, движения нету. Его прям вот через силу толкают, пытаются укрепить, и он никак вообще как эта самая пружинка чик-чик-чик отскакивает. Так, ну вот сегодня пошло движение на укрепление рубля на открытии. Мощное движение, вроде бы по размерам свечи. Но опять же, дьявол кроется в мелочах, ударили 73,7 и все. Вот, поэтому, если вот этот диапазон 73,7, 73,6 не пробивается, не преодолевается, мы от него будем отскакивать и двигаться на 74,1. Поэтому на сегодня, если не будет вот этот потенциальный барьер пробит, то мы двигаемся вот в этом боковике. Если он таки пробивается, то у нас цель движения ближайшая при его пробитии это 73,3. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну, смотрите, здесь картина очень интересная. Потому что мы вот сейчас либо пробиваем 156 100, и сразу возникает импульс движения на 158, может быть даже на 160. Если вот этого пробития не будет в ближайшее время, то мы здесь в силу самых разных причин начинаем вот так вот изворачиваться, и цель движения будет в район 153. Так, друзья, ну и вот Илоном Маском наконец-то заинтересовались серьезные люди. И они находятся не в СЕКе, комиссии по ценным бумагам. Они более серьезные, они знают толк, как охотиться на бублике. Вот. И, соответственно, человек, который, в общем-то, неоднократно успешно ловил всевозможные фонды, это, ну, все, наверное, смотрели игру на понижение, очень хороший фильм, очень, с одной стороны, упрощенный достаточно удачно о кризисе 2008 года, с другой стороны, как бы, ну, здесь очень красиво, очень мощно снято. Как раз главное действующее лицо это вот этот человек, владелец фонда Сцион. Он сделал ставку на то, что Тесла будет падать. Там, по-моему, в районе 500 миллионов долларов он поставил на то, чтобы сокрушить Илона Маска. Так, друзья, ну и переходя на график Теслы, для того, чтобы она сыпанулась, необходимо пробитие вот этого значения 530. Если здесь возникает пробой, это месячный график, то она очень быстро может сходить сначала на 380 и потом даже вообще провалиться на 109-120, если будет пробитие уровня 350. Я предполагаю, что где-то вот здесь Сцион сделал ставку в районе 650 на то, что Тесла будет падать. Вот. И я полагаю, опять же, это мои расчеты, мои домыслы, что где-то вот здесь, вот в этом диапазоне, в районе 380, они этот шорт будут закрывать. Опять же, это мое видение, мои домыслы. Так, ну и по Тесле, переходя к дневке, здесь на самом деле ситуация, она не настолько уж плачевная и медвежья. Здесь я бы сказал так, что если
в течение нескольких дней у нас не будет пробития 530, вот этого сильного уровня для акции Tesla, то мы отсюда отбиваемся, и у нас возникает импульс движения, который нас будет вести на цель 700-680, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее Сбербанк. Юрики делают ставку на то, что Сбер будет падать. Обращаю внимание, пока 300-296, вот этот диапазон не пробит, никуда он падать не будет. Вот если этот диапазон будет устойчиво пробит, тогда действительно Сбер будет падать. И, соответственно, здесь первая цель движения находится на 282 и потом 271. Пробой, если здесь нету, то вот это все движение, это консолидация, которая рано или поздно приведет к закрытию гэпа. Если, я предполагаю, в течение 1-2 недель не будет пробития этого диапазона, то мы очень быстро закроем вот этот гэп на 320. Опять же, здесь условия, чтобы не начался падеж мировых финансовых рынков. Так, друзья, далее Газпром. Ну, Газпром у нас ракета, все у него внезапно стало очень хорошо. Так оно и бывает и в жизни, и на фондовом рынке. Движение на 258 еще не закончено. Вот новые значения, новая поддержка, которая здесь у нас вырисовывается, она проходит в районе 238,5. Пока это значение не пробито, все коррекционные откаты будут выкупать и будут гнать его. Если он здесь долго торгуется и потом возникает пробой 273, то следующая цель движения будет 354-380. Сейчас за него очень серьезно взялись. Посмотрим, как вот эта ситуация будет разыграна. Вот 238,5. Если не пробиваем, то только вверх. Друзья, все, спасибо за внимание.